Супергруппа. Нет, это не оценочное суждение про сильно понравившуюся команду. Это реальный термин, и появился он еще в 60-х годах. Так называют группы, где собрались уже известные музыканты. Первой такой группой называют Cream, Клэптон, Джек Брюс и Джинджер Бейкер. Но нет, это не прикол чисто для групп старперов. Например, есть Голливуд Vampires. Это Элис Купер, Джо Перри и Джонни Депп, что играют кавер на хиты 70-х. Но вот факт. Изначально это был пьяный клуб музыкантов. В него входили Леннон, Кит Мун, Ринго Старр и Сэм Купер. Them Crooked Vultures. Дэйв Гроу знакомит Джошуа Хоме с Джоном Пол Джонсоном, и через пару лет они выдают жирнющий микс хард-рока, сладжа и стоунера. Audio Slaves. Зак Деларочи покидает Rage Against the Machine, и вездеспящий Рик Рубин предлагает оставшимся участникам поработать с Крисом Корнеллом из Soundgarden. Как итог, получаем 3 классных альбома и кайфовый саундтрек Flat Out 2. А вот если смешать участников Rage Against the Machine с Public Enemy, получится Prophets of Rage, социально заряженный рэп-рок с уникальным звуком Морелло. В 2006 году Тому Йорку захотелось воссоздать электронное звучание своего сольника вживую. Так родились Atom for Peace, в который вошли Флиз Red Hot Chili Peppers, Найджел Годрич и ударник R.E.M. Но моя любимая супергруппа — это Dead Weather. Джек Уайт из The White Stripes за барабанами, потрясающая Элисон Мосхарт из The Kills, Дин Фертита из The Queen of the Stone Age и Джек Лоуренс из Green Horns и Raconteurs. Кстати, еще одна супергруппа Джеком Уайтом. И вместе они выдали просто ультра-балдежный блюзовый рок с нотками психоделики и жирнющими гитарами с харизматичным вокалом. Это просто